Здравствуйте. Радио «Вестник Кавказа» продолжает цикл передач «Спросите доктора Козлову». На ваши вопросы, на вопросы наших радиослушателей и читателей портала «Вестник Кавказа» отвечает Людмила Вячеславовна Козлова, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук. Людмила Вячеславовна сенатор, она представляет в Совете Федерации Смоленскую область, является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Людмила Вячеславовна, мы рады вас снова видеть у нас в студии. Спасибо. Людмила Вячеславовна, давайте с вами обсудим, наверное, одну из самых актуальных проблем на сегодняшний день в здравоохранении. В России во многих регионах эпидемия гриппа. Как вы относитесь к инициативе ваших коллег полностью оплачивать больничные листы в период эпидемии? Насколько вероятно, что эта инициатива будет рассмотрена и принята в ближайшее время, пока есть еще эпидемия гриппа? Эпидемия охватила 47 регионов, и сейчас тенденция к спаду. Пик, я думаю, прошел, но тем не менее 47 регионов. Вы знаете, что касается инициативы, она, в общем-то, имеет смысл, и очень неплохая инициатива. Но я думаю, что в условиях нынешних социально-экономического положения она просто невыполнима. Понимаете, так, конечно, было бы очень хорошо. Это социальная защищенность граждан, и в условиях эпидемии, может быть, и был. Но я думаю, в связи только с этим. То есть не успеем, да? Не успеем за это время. А сейчас начался спад. И я думаю, поэтому инициатива останется инициативой, но она может быть, так сказать, рассмотрена и уже на будущее, если сочтут необходимым все, потому что широкое обсуждение будет, и, конечно, с привлечением не только депутатов, сенаторов, а с привлечением, естественно, Министерства и финансов, и правовых органов, и так далее, но это обычный процесс, и я думаю, что она может быть, если даже будет принята, на будущее она, пожалуйста, будет работать во время эпидемии. Людмила Вячеславовна, все же грипп, он у нас присутствует, эпидемия хоть и пошла на спад, но все равно все еще есть. Да. Для тех, кто еще здоров, как говорится, какие профилактические меры вы посоветуете взрослым и детям на период эпидемии, как уберечься от этой болезни? Вообще, по поводу, как уберечься от гриппа, конечно, самое эффективное, более эффективного еще никто ничего не придумал. Это вакцина-профилактика, вакцинация. И это почувствовали те, кто был привит. Вы знаете, прививка не спасет от самого заболевания, может не спасти, вот так правильнее сказать. Тут уже такое дело, кого-то спасет, где-то заболеют все-таки люди. Но если даже они заболеют, то заболевание будет протекать легче и без осложнений. А это значит, и смертельных исходов не будет. Ведь, понимаете, среди умерших, это статистические данные, практически все, по данным, которые сейчас опубликованы, все практически не привиты. Ведь треть только населения привито от гриппа. И, конечно, это неправильно. А доказано еще что? Что вакцина против гриппа, она снижает число случаев заболевших в 2 раза. Это то, что мы имеем дело. Но, конечно, что я хотела сказать еще. Вакцина против гриппа, задавали мне при встречах эти вопросы, она каждый год дополняется включением новых штаммов гриппа, потому что существует специальная организация, отдел, который смотрит и прогнозирует эпидемию на будущем, в чем будет меняться, какие серотипы гриппа будут. И в зависимости от этого она несколько меняется. Поэтому, должна сказать, прививаться надо ежегодно. Поэтому. И, конечно, остальное – это не специфическая профилактика. Что такое неспецифическая профилактика?
Началась еще, когда повышенная заболеваемость, не надо ждать эпидемии. Уже надо сразу ограничить всякие массовые мероприятия, посещение массовых мероприятий. Ведь вот очень хорошо в этом году что сделали? Заблаговременно сразу отправили на карантин школьников. Это во многом помогло более меньшему распространению инфекции. Это правильно сделали. Раньше нас тянули до последнего, вот это своевременно. Далее, то же самое надо родителям понять. Никаких гостей, там, игр с детьми, там, посещение каких-то мероприятий. Вдруг целый год впереди, вот это только эпидемия. Именно в это время надо идти на концерты, на каток и так далее. Ну, повремените чуть. Обычно где-то 2-3 недели, если действительно разумный будет подход. Дальше, почему люди заболевают? Потому что снижается иммунитет. Значит, все, что способствует повышению иммунитета, а это что способствует повышению иммунитета? И режим. Вот режим должен быть двигательный. Гулять надо, это не значит, что сидеть ребенок должен, вот я сказала, массовые мероприятия не посещать, а должен гулять, и с ним должны гулять, причем на воздухе как можно дольше быть. Далее, конечно, проветривать помещение в квартире, а если находится больной, кто-то из домочадцев заболел, то, естественно, как раз контакт с ними надо всем избегать, не только детям. И больному должна быть выделена отдельная посуда, отдельное полотенце. И как раз при контакте, зашли в комнату, не у всех условия такие, что можно изолировать полностью, несколько туалетов дома и так далее. И поэтому любое вот такое соприкосновение обязательно тщательно вымыть руки и хорошо даже прополоскать носоглотку. Это поможет просто лишний раз не заболеть, даже тогда, когда в доме находится больной. И, конечно, не надо забывать народные средства. Народные средства еще наши предки очень эффективно пользовались. Не было раньше столь много и доступных препаратов. Это, конечно, чеснок, лук, в которых очень большое количество фитонцидов. И они обладают действительно бактерицидным действием в отношении, стимулируют иммунитет. При этом особенность такова, конечно, чеснок и лук вы не будете давать, если у ребенка аллергия, это естественно. Или у ребенка, допустим, гастрит, и то можно, например, дать каким образом? Либо дается, значит, во-первых, после еды, и обязательно что-то, допустим, бутерброд с сливочным маслом съели, ведь сливочное масло – это, собственно, витамин А. И защита есть слизистая желудка, тогда можно. Но чтобы не рисковать, раз уж есть гастрит, пожалуйста, подышит ребенок чесноком, не надо есть внутрь принимать. Но единственное, что периодически, конечно, обновлять. Вот порезали мелко, и через несколько часов уже надо сменить эту часть. Там на блюдечке она или в марлечке висит, как угодно. Вот такие. Дальше обязательно надо, конечно, должен быть повышенный питьевой режим, обильное питье. Но обильное питье обычно, если ребенок старшего возраста, с 10 лет, это не менее 1,5-2 литров, даже детям после 10 лет и 2,5 сутки. Но это не значит, что насильно надо поить, это вызвать может обратную реакцию. И чем поить? Ягодные морсы, брусника, клюква, черника, пожалуйста, шиповник великолепен, и в чае и прочее. Если опять нет аллергии. Если есть аллергия, то, как правило, это свежезаваренный чай, не крепкий, это вода обычная, не газированная только. Все, что ребенок может выпить. Это может быть компот из сухофруктов. Туда сделать из сухофруктов именно тех фруктов, на которые нет аллергии. Те же яблоки, чаще всего не бывает аллергии там. А если, конечно, нет аллергии, то хорошо и чернослив, и курага, и прочее в компот. Вот, пожалуйста, прекрасный тоже напиток. Вот таким образом фитотерапия очень во многом помогает. И, конечно, на что бы хотела обратить внимание еще,
надо обязательно, в семье должен быть настрой. И надо детям объяснить и разъяснить, для чего это делается. Дети ведь очень доверчивые, они легко относятся к этому. Ну, заболел кто-то, у них и сострадание, и даже подойдут лишний раз. Но объяснить, почему нельзя подойти там к папе, маме или к братику и так далее. Они поймут. И постараться в это время чем-то занять их. Вот таковы общие вот такие рекомендации, чтобы уберечься от гриппа.